Здравствуйте, друзья! Сегодня 22 апреля 2021 года. Мы из Грузии. И сегодня я хотел бы вам рассказать про свой опыт выбора стоматолога в Грузии. Многие знают, что я нахожусь в Грузии, мои друзья, мои коллеги по работе, мои клиенты. У меня очень обширная сеть знакомых в интернете. И для меня было открытием, когда год назад, полтора, я выяснил, что в Грузию многие приезжают полечить зубы. Не полечить, а поставить. Причем ставят их прям целыми челюстями. И я решил этот вопрос провентилировать просто потому, что ко мне обратился мой хороший знакомый, которому я по ряду причин не смог отказать. И он попросил меня найти ему место, где хорошо, качественно ставят зубы. То есть верхнюю челюсть и нижнюю челюсть. Для меня это было непосильное задание, потому что я к этому делу никак не имел отношения, но я решил взять и подойти к этому системно, как я умею, и сделал выборку. Далее мы нашли каталог Мадлоба, которые предложили нам сделать перечень стоматологических клиник, врачей, чтобы было понятно все на русском языке. Где они находятся, какая стоимость, какая клиника, есть ли там врачи. И когда я начал изучать этот блог для каталога Мадлобы, для тех стоматологов по каталогу Мадлобы, для меня была масса открытий, которыми я с вами сейчас поделюсь. Мадлоба. Как правильно выбирать стоматолога в Грузии? Я, как и многие из вас, пошел в интернет, классика, да, то есть надо найти каталог этих самых клиник и по каталогу клиник найти врача. Опять же, я точно знаю, что по московскому опыту, по белорусскому опыту, что очень часто есть клиники, которые основаны на враче. Там есть клиника, и там есть флагман. Флагман — это какой-то там, не знаю, врач, к которому все ходят. Но даже если вы записываетесь в эту клинику, очень часто вы попадете не к этому врачу, а к практиканту, который у этого врача практикуется, и это тоже имеет место быть. Зная все это, я пошел в интернет, и что бы вы думали, не нашел от слова ничего. Нет, оно есть. Какие-то клиники есть, какие-то сайты, но примерно 2010 год Россия, или там Белоруссия, или там Украина. То есть здесь, давайте статистика. Я же системный человек и сразу пошел в стат. Что значит стат? Это то есть у Грузии есть открытая статистика, как в любой стране, и где написано количество врачей. Друзья мои, количество врачей на 2019 год, другой статистики не имею, 32 тысячи. 32 тысячи врачей на 2019 год реально работает в Грузии, на территории Грузии. 32 тысячи врачей. Стоматологов из них, то есть только официально стоматологов, 2900-3100. То есть промежутки, да, то есть давайте так, 10% всех врачей в Грузии это стоматологи. И давайте рассуждать логически, что примерно должно быть хотя бы, что в Тбилиси, что в Батуми, что в Кутаиси, то есть в больших городах Грузии, должно быть как минимум, то есть примерно, может быть, 100 клиник. Если 3000 врачей, то как минимум 100 клиник должно быть, чтобы они частных берем, да, потому что там есть государственные, есть там то, но 100 клиник должно быть. И вот у меня стала дилемма, то есть я хотел своему другу помочь, и я начал выбирать, делать выборку. И что бы вы подумали? Ничего подобного. Я пошел по пути маркетинга, то есть я зашел в группы в Фейсбуке и предложил людям заполнить, купил объявление, платное место, чтобы они заполнили те клиники, в которые они рекомендуют пойти, потому что они там сами были, с адресом, с врачом. Этих клиник оказалось 27. 27, и то, что я нашел в интернете, это 35 всего. И здесь для меня было опять открытием, что огромное количество людей приезжает сюда делать зубы, виниры там, да, ставить, то
то есть себе челюсти, все делают здесь отлично, но эти люди приезжают сюда по сарафанному радио. Кто-то у кого-то делал, и этот кто-то кому-то рекомендует. Соответственно, и эти врачи, и эти клиники, они рассказывают, теперь внимание, сказки друг другу о том, что видео, зачем нам реклама? У нас все хорошо, у нас есть сарафанное радио, нам люди рекомендуют, нам не нужна реклама. Но если вы посмотрите на прогресс, он нам говорит о том, что реклама нужна всем. Например, сейчас есть ожесточенная борьба в больших городах мира за рекламу стоматологов. Неважно, это Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, Киев. Там это борьба не на жизнь, а на смерть. Потому что там просто за переход клиента на сайт клиники платят там 20, 30, 50 долларов. За переход клиента. А здесь только некоторые компании стоматологические, они делают себе сайты на 3 языках. На русском, на грузинском и на английском. Почему? Потому что они поняли, и особо не афишируют. И, скорее всего, это они говорят, что типа там нам незачем это все. Реклама у нас так хорошо. Поймите, что стратегия, которая работает в Грузии, что если, когда нам будет надо сайт, мы сделаем сайт. Пока у нас хорошо, не работает это слово вообще. Почему? Это не секрет, что в Грузии в 2013 году было 1800 стоматологов, сейчас их, то есть спустя там 7 лет, их стало на 1000 больше. На 1000 стоматологов больше, то есть на 1000 конкурентов стало больше. Да? Но огромный туристический сюда, который будет идти маршрут, будет опять же провоцировать людей не уезжать за границу, а оставаться работать в Грузии, соответственно здесь все это будет расти бурным цветом. Почему? Потому что в Грузии полным-полно университетов либо высших заведений образования, где есть факультет стоматологии. Есть, по-моему, 2 основных, там, да, медицинский, в Тбилиси есть медуниверситет, и там учатся на стоматолога, есть еще какой-то еще университет, где учатся на стоматолога, но я знаю, что кузница кадров клепает стоматологов очень и очень хорошо, и вот то, что, как говорили там, типа там стоматологи хорошо получают, сюда, то есть то, что сюда приезжает медтуризм делать зубы, и это, наверное, огромная статья этого медицинского туризма в Грузию, это очень важный момент. И конкуренция будет только расти с каждым днем. Причем у каждого профессионального стоматолога, звезды, ну, либо восходящей звезды, есть своя собственная клиника, где он уже дает своеобразный сервис. То есть вас могут встретить прямо в аэропорту, привезти в эту клинику на осмотр, сразу заселить в рядом, потому что когда делать зубы, это там не день, не 2, не 3, заселить прямо в гостиницу, сервис, уход, медсестра, все это дает очень классный профит. Почему? Потому что люди начинают бороться за конкурента, за клиента, бороться с конкурентами за клиента. И вот здесь очень и очень важный момент для меня было открытием, что в Грузии используют препараты и технологии, которые не используют в Минске, допустим, либо в Украине. То есть Грузия по стоматологии самая привлекательная, наверное, из стран, об этом просто нигде не афишируется, почему-то я не знаю, для стоматологического туризма. Здесь современные технологии, современные материалы, классные врачи, классный уход, классная реабилитация. Потому что мой друг, когда я сюда приехал и сделал себе зубы, был в восторге, а ценник его порадовал в несколько раз. Что я хочу сказать? Под этим видео по ссылочке ниже будет каталог Медлоба, где мы добавили те стоматологические клиники и тех стоматологов, которые мы нашли. Будем признательны, если вы перейдете по этой ссылочке и посмотрите, напишите отзыв о своем стоматологе, либо добавите клинику, которая вам нравится, но ее нет в каталоге, который мы создали. Этот каталог сделан для помощи русскоязычным туристам в Грузии. Такой навигатор по где поесть, где поспать, куда сходить, с кем сходить, там гида найти, а именно и по медицинским услугам, в том числе по стоматологическим. Потому что для меня, я когда искал
своему другу помощь и хотел найти ему достойного стоматолога за разумные деньги с гарантированным качеством, я проделал огромную работу, прям титаническую работу, которая досталась мне очень и очень, как бы, ну, то есть часами плодотворной работы. И чтобы это все не пропало, мы разместили это все на каталоге Мадлоба. Мадлоб — это по-грузински «спасибо». Надеюсь, вы скажете спасибо нам за эту информацию и поделитесь местами, где есть стоматологические услуги, опять же, неотложная помощь там, да, и если этих компаний нет, модераторы этого каталога обязательно добавят, если вы добавите их по ссылочке ниже. Если у вас есть вопросы, пожелания, то пишите их под этим видео. С уважением к вам, Александр Некрашевич и команда каталога Мадлоба.